Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертвый угол, турецкие узоры. Я начала вязать вот такие простенькие тапочки. Можно сказать, тапочки для начинающих. Ну и решила и вам показать заодно, не пропадать же добру. Значит, верх у меня тунисским вязанием я связала. Только верх и широкая подошва. Все, без особых заморочек. Отделила двумя полосочками, двумя рядками верх от низа. И все, никаких сложностей здесь нету. Поэтому вот по-быстренькому связала такие тапочки. Значит, что я использовала в этот раз? Вот у меня такие цвета ниточек. Ниточек немного. Вот еще зеленый. Основу взяла в этот раз зеленым. Так, крючок. Тунисский крючок. Вот такой вот я нашла на леске. Номер 2,5. Вот такой крючок. И спицы тоже номер 2,5. Вот и все, что нужно. Теперь схему я у себя на странице в Одноклассниках размещу потом. Сейчас я это дело, как всегда, перерисовала. Вот такая вот схема. Простецкая. Она есть везде. В интернете ее можно найти. Поэтому вот так вот. Так. По такой схеме будем вязать. Нитки. Какие у меня нитки? Что я еще не сказала? Нитки у меня Картопу Флора, турецкие. Это стопроцентный акрил. 240 метров в 100 граммах. Вот такие вот ниточки. Ну что, начнем. Так, в этот раз я что сделала? Я сразу первый ряд наберу на спицу. 15 петель. Начинаю вязать с мыска. Набираю 15 петель. Обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А теперь их крючком буду снимать. Первую сниму, хотя... Ну, в принципе, ее можно провязать, но я снимаю. Вот, завела крючок, захватила и сняла петельку. Крючком снимаю петли. И так до конца ряда. А возвращаться буду, как обычное тунисское вязание. У меня крючок новый, поэтому он немножко... скрипит. Еще не разработался, видимо. Так, снимаем петельки до конца ряда. Вот так вот вводим. Снимаем петельки до конца ряда и будем возвращаться, как обычно, в тунисском вязании. Возвращаюсь обратно. Со второго ряда я начну делать прибавки. Узор я начну с 5-го ряда вязать. Так, вот вернулась. В этот раз прибавки я делаю не накидом. Вот первую провязала. Вот так вот провела и протянула добавочную петельку. Иду до конца. Опять же, если у меня большой размер в этот раз, 39 даже на 40 он потянет. Ну, заказ у меня такой. Кому нужен размер 38 меньше, то, значит, по переду, по подошве уменьшайте на 2-3 петли. Опять же, когда будем вязать подошву, примеряйте на свою ширину ноги, потому что нитки у всех все равно разные. Вот кто-то вяжет туго, кто-то вяжет мягче, как шире получается. Поэтому, девочки, только примерка, чтобы не было потом, у меня широко получилось, у меня узко получилось. Примеряйте. Я по своему метражу ниток говорю количество петель. Вот, по своим спицам. В итоге вот показываю, что у меня получилось. Теперь в конце добавили петельку. Точно так же, как последнюю петельку я показываю так, как провязываю я. Можно провязывать по-любому. Я вот захватываю, просто через 2 петли протягиваю. Вот и не захватила. Немножко туговато. Так, возвращаемся обратно.
Да что ж такое здесь у меня? Придется остановить. Вяжу 4-й ряд. Первую, вторую провязала. Делаю прибавку. Одну в начале ряда, одну в конце. В 5-м ряду я буду начинать вязать узор. Он с одной клеточки с красной начнется. Я в 5-м ряду прибавку делать не буду. Потом дальше я прибавки делаю через ряд, чтобы мысик получился закругленный. Вы можете добавлять в каждом ряду. Каких-то четких правил нету, чтобы считать вот именно 2-3 ряда. Смотрите на свое усмотрение. Может быть, вы начнете вязать не с 15 петель, а с 13. У кого узенькая ножка, например. Тогда меньше петель наберете на мысок. Ориентируйтесь. Так, прибавили последнюю. Под 2 дужки я ввожу, захватила и протягиваю через 2. Вот так вот. Так, теперь сейчас. Так, 5-й ряд. 5-й ряд провязываю без прибавки 4 зеленым. 3, 4 зеленым провязала. Одну петельку подключаю красный цвет. У нас будет начало сердечка. И до конца провязываю все зелеными. Идем до конца и возвращаемся обратно. Этот ряд у меня без прибавки. Все, вяжем вот так вот до конца. Вернемся. Это какой у нас? 21 петля, начало узора. 5-й ряд у меня. 6-й ряд. Продолжаем вязать сердечко. В 6-м ряду я сделала накид. Ой, накид, добавочку одну. Вот из протяжки я делаю добавку. 3 петли у меня, нет, 4 петли у меня зеленым. 4 петли провязала зеленым. Теперь сердечко. 3 петельки будут красным. Вот так вот нитку, как она идет, так и поднимаю ее. Раз, два. Вот этот вот хвостик, я видела, забываю его протягивать. Вот так вот переплетаем его сзади, закрепляем сразу по ходу вязания. 3 петельки красным. И дальше все до конца вяжем опять зеленым. В конце сделаем одну прибавочку. Довязываем ряд до конца и возвращаемся обратно. Вернулась я в начало ряда. Сейчас буду начинать смайликсом вязать. Смотрите, значит, я начинала с 15 петель. До начала узора я делала добавки в каждом ряду. Дальше я расширяла, через ряд делала добавочки. Вы ориентируйтесь по своей ширине мыска. Может, у меня 27 петель на мыске. Может быть, у вас будет 25, может быть, у вас будет 31, 32. Поэтому вот точное количество я просто сказала. Вот до начала мыска я расширила, потом делала через ряд прибавки. Получается вот более-менее закругленно. Так, какой у нас теперь ряд? Теперь довязываем наше сердечко. 3 зеленым, 5 красным. Сейчас я рядочек еще один провяжу, а потом будем вязать по схеме. Смайлик легкий, вяжется это быстро. Узоров тут никаких особо нету. Но стильно, модно, молодежно. Так, 3, 4. Ой, вот сейчас надо было ниточку перебросить, забыла, смотрите. Ну, я так показываю, вот так, чтобы было понятно. Я перебрасываю нитку.
5. Что у нас тут дальше? Теперь у нас идет черный цвет. Вообще-то это нужно подключить другой зеленый моточек, потому что ширина будет большая. Зеленый только будет здесь несколько петелек и здесь, поэтому подключим два разных зеленых моточка. Так, теперь у нас по схеме 7 черных. Раз, два, три, 4, 5, 6. Господи, бешеные соседи какие-то. Крики. Так, сколько? 6, 7. 7 черным. И что? И до конца мы вяжем зеленым. Этот ряд у меня был без накида. Следующий будет с накидом. Так, захватываю. И по 2 петельки возвращаюсь обратно. Значит, сейчас зеленый цвет я на 2 клубочка разделю. На щечке я использовала бледно-розовый. Вот он у меня, чтобы не было сильно ярко. Все, девочки, возвращаемся обратно. Дальше вяжем по схеме. Довяжем до конца смайлика. Я к вам вернусь. На боку, вот с боковой стороны я вот такие, как их назвать, даже не знаю, кубички. Ну, они сдалека мне напомнили летящие маленькие сердечки, летящие маленькие лайки. Вот поэтому я их ставила вот вверх ногами, сбоку, как душе угодно, можно их так распределять. Ладно, эту часть я свяжу вместе с вами. Давайте довяжем по схеме наш эмоджи, смайлик. Я к вам вернусь. Так, идем дальше. Закончила я вязать смайлик. Вот такой овал у меня получился, мысок. После узора я провязала 1, 2, 3 ряда. На изнанке все ниточки, но я еще не все зачистила. Зачищаем. Я крючком протягиваю между под петельками ниточку, провожу. Узлов не завязываю. Вот так вот вытягиваю ее. И по ходу вязания еще несколько виточков закрепим. Вот так вот. Обрезали. Все. Итак, остальные ниточки попрячем. Теперь боковушку. Значит, у меня размер большой, нога широкая. Поэтому я еще добрала одну петельку. Вы можете этого не делать. Заканчиваю мысочек. Сейчас дойду до конца. На боковую сторону я наберу 12 петель. Сейчас довяжем. Так, все довязала. Одна на... Что-то прицепилась. Одна на спице. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Можете сделать 13, можете сделать 11, в зависимости, опять же, от размера и ширины ноги, толщины нити. Вот так вот. Значит, сейчас я провяжу пару рядов и буду вязать вот такие птички. Угу. 12 петель и возвращаюсь обратно. Начинаем вязать боковую сторону. У меня 29 рядов в длину. Как я уже говорила, это 39-40. А где-то 27 рядов на 38 размер идет. Но опять же, примеряйте. Меньше размер, значит, будет 26, 25, 26 рядов. Провяжем 2 ряда. 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот она, последняя петелька. Подняла я ее и возвращаюсь обратно. Возвращаемся обратно и провяжем еще один ряд. Можете сразу начинать эти птички делать в произвольном порядке. Где хотите, там их и располагайте. Я располагала через 2 ряда. Одну в начале, другую в конце ряда. В общем. Так. Провяжем еще 1-2 ряда и начнем вязать птички. Так, у меня от сердечка 5 рядов получилось. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь провяжу 2, сколько это, 2 петельки. Подключаю красную ниточку. 2 петельки красным. И остальные до конца ряда зеленым. Возвращаемся обратно. Так, ниточку сюда. Теперь берем красную. Красный над красным. Так, вот так вот. И так идем до конца. Теперь что у нас? Над красным 3 зеленых провязали. Над красным 1 петельку красным. Все. Птичка, сердечко, мини-сердечко закончено. Так, раз. В этом ряду я больше сердечек делать не буду. Буду их делать через 2 ряда, чтобы не было сильно густо налеплено. Нитку протягивайте, когда будете вязать. Не забывайте, чтобы не было сильно больших протяжек. Вот так ее перекрещивайте сзади. Все, возвращаемся обратно. Здесь у меня через 1 ряд, здесь через 2 ряда. Ну и дальше тоже вязала через 2. Вот так вот. Побросайте по одной птичке в начале и в конце. Вяжем нужную нам длину боковой стороны. Повяжем немножечко сами, я к вам вернусь. Закончила я вязать правую сторону. Вот так вот, закрыла петельки. Теперь наберем опять 12 петель. Отсчитаем их от края. У меня осталась ниточка со второго клубочка, поэтому я ее буду использовать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Так, сколько я тут оставила? 5 петель на серединку оставила. Ну, мне хватит. И вот так вот набираем петельки и продолжаем вязать левую часть тапочка. Довяжем, провяжем нужное количество рядов. Нить не обрезаем. Сделаем 2 рядика обвязки и подошву потом. Так, и последняя петелька. Возвращаюсь в начало ряда. Провяжу пару рядков, потом сделаю красные галочки эти маленькие. Вот так вот все. Никаких премудростей нету. А главное запастись терпением. Итак, вяжем, девочки, до конца. Заканчиваем вторую часть. Я в том же порядке смотрела на эту сторону и также провязывала с этой стороны. Можете провязывать их как душе угодно. Вот по 3 красненьких, 2 ряда по 3 красненьких петельки. Провяжем нужную длину и начнем вязать подошву. Заканчиваю я вязать вторую половинку. Сейчас довяжу несколько петелечек, закрою петли. Теперь закрываю петельки. Вот захватываю ниточку и сразу по 2 провела, захватила. Вот так вот. Закрываем до конца, нить не обрезаем. Так, последняя. Так, что дальше? Дальше будем набирать петли. Я возьму круговые спицы. Вот у нас осталась красная нить. Буду набирать по кругу красной нитью. Что я буду набирать? Вот, наберу лицевые петли и обратно провяжу лицевыми петлями 1 ряд. Потом еще 1 ряд провяжу зеленым. Отметим серединку, чтобы у нас с обоих сторон было одинаковое количество петель. Так, что-то я еще не проснулась сегодня. Так, в одну нить, вот, вытягиваю, набираю лицевые, петельки вытягиваю. Обратный ряд провяжу лицевыми петлями его. Вот так вот. Потом тут первую петельку тоже красным провяжем ее. Подтягиваем, чтобы не было дырочек. Я на одну пару спиц набираю, а второй парой спиц провязываю. Так удобнее. Хотя, когда размер маленький, я все это дело на чулочные спицы набираю. 5 спиц. Это у кого нету, может быть, круговых. Так, все, девочки, набираем так до конца.
И возвращаемся лицевыми петлями обратно. Значит, что я сделала? Я провязала, набрала петли, один ряд провязала красным лицевыми, потом 3 ряда я провязала лицевыми зеленым. Находим середину. Всего у меня получилось 135 петель, но у меня размер 39-40, поэтому количество петель у вас будет совсем другое. Возможно, зависит от длины вашей тапочки. Теперь я нашла серединку. 11 петель я начинаю вязать подошву. Буду делать добавки с боковой стороны. Свет забыла включить. Вот смотрите. Вот так вот я начинаю с 11 петель, и с каждой стороны буду делать добавки, буду расширять до нужной ширины. Ну, вы примеряйте. Когда вам будет достаточно, тогда остановитесь. У меня 33 петли, но опять же говорю, я вязала на широкую ногу, поэтому у вас может быть и 27, и 31, поэтому, девочки, примеряйте. Теперь, я уже тут немножечко провязала начало, чтобы было понятно, начало подошвы. Как я это делаю? Здесь я ниточку обрезала, здесь подключила, на 11 петлях начинаю расширять подошву. Первый ряд провяжем все лицевыми. Первый ряд лицевыми. Последнюю петельку тоже провязываю лицевой. Теперь с боковой этой спицы одну петельку буду провязывать изнаночной. Вот, добавочку сделала, одну петельку провязала изнаночной. Теперь изнаночная сторона. Первую сняла. Первую я провяжу лицевой. Нить заработай у меня. Одну сняла. Одна лицевой, одну сняла. Одна лицевой, одну снимаю не провязанной. И так до конца ряда. Лицевой сняли. Лицевая сняла. Лицевая сняла. Лицевая сняла. Последняя лицевая. Теперь с боковой спицы с изнанки я буду провязывать добавочную лицевой. И они у меня будут по лицевой стороне выглядеть как изнаночные. Так, лицевая сторона, все вяжем лицевыми. С изнаночной стороны будем вязать одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Только в каждом ряду я их меняю местами в шахматном порядке. Над снятой вяжу лицевую, над лицевой петлю снимаю. Вот. Ну, я в описании потом напишу. Там из 2 рядов такой узорчик. Вот. Опять все лицевыми. И так расширяем. Делаем по одной добавке. Расширяем до нужного нам, как сказать, господи, заговорилась. Добавляем нужное количество нам петель. Примеряем тапочек на себя. Или на манекен. Или на клиента. У кого что. Ну вот, все. Теперь последняя лицевая у меня была. Добавочная изнаночной. И возвращаемся, подтягиваем это все. Возвращаемся на изнанку. И будем вязать опять. Вот смотрите, что у нас здесь. Значит, это была снятая, это была лицевая. Теперь над лицевой мы снимаем. Над снятой мы провязываем, над лицевой я снимаю. Буду вязать в шахматном порядке. Одна лицевая, одну сняла, одна лицевая, одну сняла, одна лицевая, одну сняла. Вот. Вот такие чешуйки будут получаться. Вот такие вот. Расширяем до нужного размера. Делаем добавочки. Когда сделаем нужный нам размер, я к вам вернусь. Я закончила расширять подошву свою. Вот такая рукавичка получается. В принципе, он даже чем-то похож на, как на 5 спицах вяжете тапочек такой вот, следочек.
Теперь последнюю петельку мы будем соединять по 2 вместе. Одну с подошвы, одну с боковой спицы. Я их провязываю изнаночными. С лицевой стороны провязываю изнаночной, с изнаночной стороны буду провязывать лицевой. Все. Дальше идем, соединяя по 2 петельки. Теперь вяжем изнанку. Первую снимаю. По узору у меня первая теперь снятая. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Вяжем до конца. Последние 2 петельки провязываем лицевой. Дошла я до конца ряда. Вот последнюю петельку перебрасываю сюда, на эту спицу. И их 2 вместе провяжу лицевой. Все, соединила. И так вяжем до конца тапочки. Все, лицевая сторона у нас все будут лицевыми. Боковые петельки соединяем по 2 вместе. Довяжем до конца, потом будем вязать, закончим пяточку нашу и обвяжем тапочек. Все, лицевая лицевыми, узор по изнанке. Довязываем вот до сюда, до конца. Так, я закончила вязать подошву. Теперь пятку я буду вязать, 15 петель я отделила на пятку. Вот средние 15 петель я взяла. Разделила это все на 3 части. Что я буду делать дальше? Вот здесь я закончила вязать. Теперь вот с этой боковой стороны я доберу петли. У меня должно быть 17 петель. Сейчас я добираю до конца. Вот так вот под каждой петельки наберем петли. Так, раз, два, три. Набираем 4. Вот так, под каждой петелечки наберем до самого конца петли. Набрала петли. У вас количество на подошве может быть разное. У меня 33 петли на подошве, поэтому у меня здесь осталось по 9 петель, серединка 15. С боковой части я добрала 12, и всего у меня боковая сторона получается 17 петель. У вас это количество может быть меньше, ну больше я не думаю, но меньше может быть. Так, теперь что я делаю? Провязываю набранные петли изнаночными. Возвращаюсь, провязываю изнаночными. Вот до пяточки вот этих 7 петель провязываем изнаночными. Так. Первую спицу, вторую провяжем изнаночными. Теперь следующие петли с пятки и вот боковые, что у нас остались, я их провязываю лицевой. Обратно мы будем возвращаться лицевыми, и получится у нас один ряд изнаночными петлями. Петли с пятки провязываю лицевыми. 15 петель. Провязала лицевыми, остальные тоже провяжу лицевыми и наберу точно так же, как здесь набирала с боковой стороны дополнительные петельки. Все до конца, до последней лицевыми. Так, теперь вот так вот по одной вытягиваем. Набираю 12 петель, у меня получилось. Набираем до конца ряда нужное количество петель.
Набрала я петли. И теперь возвращаемся лицевыми петлями. Будем лицевыми вязать до конца, вот где будем соединять сейчас пяточку, все будем вязать лицевыми. 2 спицы провяжу лицевыми петлями. Я пятку вязала платочной вязкой, все ряды лицевыми. Так, вяжем. И все, сейчас будем соединять, я пятку соединяла изнаночными петельками с лицевой стороны, изнаночной, с изнаночной стороны лицевой по 2 петельки вместе. Так, вяжем до конца. Провязала я вот 2 спицы лицевыми. Теперь последняя петелька и боковая сторона. Я их провязываю 2 вместе лицевой петелькой. Лицевой, все. Начало пяточки положено. Снимаем. И все вяжем лицевыми до 15 петли. Так, 15 петелька, перебрасываю ее и провязываю 2 вместе изнаночной. Вот серединка пятка, вот боковые стороны. Перевернули, первую сняли, все лицевыми. Последние 2 петельки провязываем вместе. Так вяжем пяточку до конца. Если вдруг кому-то она будет сильно высокая, то можно по 2 петли вот с боковой стороны, вот здесь вот, по 2 петельки сократить вместе, чтобы она пониже была. Ну, я примерила, у меня получилось нормально. Сильно низкий задник тоже не люблю, чтобы они не слазили. Так, 2 вместе лицевой. И все, поехали дальше. Вяжем пяточку до конца, потом будем делать обвязку. Закончили вязать пятку, закрыли петельки. Теперь я буду набирать веечку. Я наберу на спице номер 2 и всю ее буду вязать спицами номер 2. Почему? Потому что у меня размер большой и у меня получится 74 петли. Сейчас быстренько провяжу, пока соседи опять дрель не включили. Это какой-то ужастик просто. Я неделю не могу снять видео. Они с утра до вечера что-то сверлят. Вот, пожалуюсь вам. Значит так. Набираем петли по всему тапочку. Первые 1-2 ряда я провяжу изнаночными, а потом остальные 15 рядов я провязываю лицевыми. Ну, кто какую высоту хочет. В зависимости от толщины нити. Где-то сколько она получается, сантиметра 3, наверное, эта бейка. Сейчас 2 рядика изнаночная, а потом все лицевыми. Вот так набираем петельки. Я набираю на 4 спицы, 5 вяжу. Кому удобно, можете на круговые спицы набрать. Ну, я круговые не очень люблю, поэтому набираем, девочки, до конца. Провязываем 15 рядов и начнем вместе монтировать ее. Заканчиваем наш тапочек. Я провязала 2 ряда, набрала петли, 2 ряда провязала изнаночными. И 15 рядов я провязала лицевой гладью зеленым и красным. Теперь, что я буду дальше делать? Теперь вывернем. Я немножко здесь уже провязала, чтобы более было понятно. Разровняем все отворотик, сделаем ровненько все, чтобы петелька с петелькой совпадали. Но если вы спицы не передвигали, то все должно совпадать. Так, теперь
берем одну петельку со спицы, сняли. И вот одну петельку, вот она пунктирная проходит, смотрите. Пунктирная это линия, это самый первый наборный ряд. Вот ее поддели и протянули через нее и через две. Сняли. Так, подхватили. И через две петельки вот. Сильно не затягивайте. Ну и сильно свободно тоже не бросайте, чтобы вот эта вот косичка не была кучерявая потом. И вот так по одной, кропотливая работа, но она того стоит. Просто с помощью, когда вот эта вот бейка, почему я ее вяжу, тапочек хорошо сидит на ноге, облегает хорошо, она держит. Ну, они и так не сползают, но, не знаю, немножко долго ее вязать, может быть, но оно того стоит. Вот так вот все. По одной петелечке закрываем. Последнюю кончик ниточки хорошо закрепим и спрячем его потом вот сюда, вовнутрь протянем крючком. Все это дело попрятать. Вот так-то. Одну сняли. Под одну подхватили. Вот так вот. И вот так у нас должно получаться это все. Все. Монтируем до конца, привязываем нашу беечку. Вот такое в итоге у нас дело должно получиться. Вот так вот это должно выглядеть. Может, у вас лучше будет выглядеть, я уверена. Все, девочки, вяжем. Всем легких петелек. До новых встреч.